По итогам завершившейся операции «Нелегал-2024» выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства. В ближайшее время из России отправят домой более 20 тысяч мигрантов, незаконно находящихся на территории нашей страны. Надеемся, что это только начало, пишут люди в социальных сетях. И также отмечают, что большой проблемой являются и легальные мигранты, так называемые новые россияне, которые своим поведением мало чем отличаются от нелегалов. Так или иначе, но сдвиг в миграционной политике произошел и во многом благодаря позиции главы СК Александра Бастрыкина. Людей вроде бы начинают слышать. Народ у нас, конечно, добрый и гостеприимный, но что-то пошло вразрез с этими традиционными качествами. Что именно пошло не так, понятно. Этими качествами нельзя было злоупотреблять. Это отлично понимают даже те, кто отстаивает интересы мигрантов. Они не пытаются взывать к нравственным категориям, а лишь твердят о грядущих проблемах, связанных с сокращением числа ценных специалистов. В поддержку привлечения трудовых мигрантов открыто выступала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность, говорила она на пресс-конференции в сентябре. Вот еще пара высказываний, направленных против борьбы с мигрантами. Для бизнеса это создаст дополнительные трудности. Компании, которые раньше нанимали нелегальных мигрантов из-за их низкой стоимости, будут вынуждены увеличивать расходы на оплату труда легальных работников. В результате стоимость товаров и услуг может вырасти, заявляет миграционный адвокат Ольга Родина. На мой взгляд, совсем отказаться от трудовых мигрантов в текущий период не получится, так как мы оказались в демографической яме. Проблемы с рождаемостью возникли в постперестроечный период. Сегодня мы как раз это наблюдаем в экономике, в нехватке кадров, предупреждает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Но, как говорил один словоохотливый политик, главный архитектор перестройки, процесс пошел. Заметное ужесточение миграционной политики происходит как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ряд недавно принятых Госдумой законов оставляет нелегалам и их покровителям все меньше возможностей для маневра. К примеру, отныне максимальный срок наказания за организацию незаконной миграции достигает 15 лет лишения свободы. Это уже серьезно. И, как говорится, кучно пошло, мигрантов пачками отправляют домой. МВД всерьез взялось за современных брачных аферистов, добивающихся гражданской натурализации за счет фиктивных браков. МВД России готово к реализации положений закона, который вступит в силу 25 января 2025 года и направлен на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов, сообщает представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк. МВД будет просто аннулировать такие браки. По стране губернаторы ограничивают работу мигрантов в целом ряде сфер – в образовании, на транспорте, в торговле. Иностранцы довольно быстро отреагировали на происходящие перемены и по некоторым подсчетам. С начала года более миллиона гостей самостоятельно приняли решение вернуться на родину. Негативных последствий для экономики никто не почувствовал. А знаете почему? Да потому что никому не известно, и никто вам не назовет точно, сколько именно мигрантов сегодня проживает на территории России. Сколько законно находится здесь, а сколько нет. Никто не назовет точных цифр занятости приезжих по отраслям. Согласитесь, это чрезвычайно важная, но, увы, недоступная информация. Однако на сегодня все цифры приблизительны. Мы лишь ориентируемся на сведения о депортации, но они не раскрывают общей миграционной картины. То же самое со статистикой преступлений. В конце сентября вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая сообщила следующее. Мы, к сожалению, наблюдаем рост организованной незаконной миграции. За первое полугодие этого года выявлено в 1,5 раза больше фактов, чем за аналогичный период в прошлом году. Много это или мало? Да кто поймет? Вот поэтому на сообщение МВД о депортации 20 тысяч мигрантов люди откликнулись. Будем надеяться, что это только начало. Как популярно говорить у молодежи, кучно пошло. Но работа еще – это, очевидно, непочатый край. И при этом тот факт, что мигрантов начали пачками отправлять домой, вызывает оправданный оптимизм. Ни в коем случае не следует принижать совместных усилий законодателей, правоохранительных органов, региональных администраций в стремлении навести порядок в миграционной сфере. Честь им и хвала. Однако отсутствие реальной статистики по приезжим, чему, кстати говоря, способствуют покровители нелегалов, ведет к искаженному восприятию картины. А это, в свою очередь, мешает самим поборникам наведения порядка.
проанализировать реальные потребности экономики в трудовых мигрантах и установить реальное количество трудовых мигрантов, справедливо призывает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Именно Бастрыкин давно стал в глазах россиян оплотом борьбы с нелегальной миграцией. И операцию «Нелегал» справедливо называют эффектом Бастрыкина. Однако как же получить такую важную статистику по мигрантам? По всей вероятности, есть только один способ. Это всероссийская перепись населения. Только так, посчитав всех по головам, можно выявить каждого, кто он, чем занят и по какому праву находится на территории Российской Федерации. Но не все так гладко. По данным источников, между главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной и силовиками якобы назревает конфликт на почве миграционной проблемы. СМИ утверждают, что председатель ЦБ против жестких мер в отношении трудовых мигрантов, в то время как глава СК РФ Александр Бастрыкин настаивает на другом. Инсайдеры передают, что в России назревает настоящая битва титанов. У главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной назревает большой конфликт с силовиками из-за трудовых мигрантов. МВД и СКР давно настаивают на введении жестких мер в отношении них, в том числе из-за чудовищной статистики преступлений, совершенных мигрантами. В ведомствах убеждены, что мигранты больше вредят, чем помогают. Также думают и в Совбезе, пишет телеграм-канал «Инсайдер». Однако, передают источники, Набиуллина выступает с иной позицией «не трогайте мигрантов». По данным «Инсайдер», глава ЦБ считает, что сокращение числа мигрантов в стране приведет к нехватке рабочей силы, росту стоимости труда и подорожанию товаров и услуг, а это, в свою очередь, может негативно отразиться на экономике. Кроме того, приезжие выполняют значительную часть низкоквалифицированной работы, говорят источники. По информации «Инсайдера», Набиуллина придерживается мнения, что иностранцы обеспечивают важные трудовые ресурсы, особенно в сферах, где дефицит кадров остро ощущается. Без них объемы строительства снизятся, а сроки реализации проектов увеличатся. Это затормозит развитие инфраструктуры и ухудшит экономическую активность в целом. А еще мигранты платят налоги, а это источник доходов для бюджета. Если не будет таких поступлений, это может уменьшить налоговые доходы, привести к дефициту бюджета и сокращению социальных программ, говорится в публикации канала. Председатель ЦБ и публично выступала в поддержку привлечения трудовых мигрантов. Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда, говорила она на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по Ставке в сентябре. В силовых же структурах говорят о мигрантах не с точки зрения экономики, а с точки зрения национальной безопасности. На сессии Петербургского международного юридического форума в июне Бастрыкин громко заявил о проблеме с мигрантами. Он обратился к законодателям, подчеркнув, что депутатам Госдумы следует проявлять заинтересованность в принятии законов по этой теме, и указал на напряженную ситуацию. Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура. Извините, я в комментарии. Спасибо, услышала. Председатель СК также призвал ставить иностранцев на воинский учет одновременно с приобретением ими гражданства. Какие еще меры по ужесточению контроля над мигрантами принимают в России? Например, летом Госдума приняла закон, который позволяет вводить специальный миграционный режим для высылки иностранцев. Этот режим включает ограничения на передвижение, запрет на смену места жительства без разрешения МВД и контроль банковских операций. Иностранцы в этом списке не могут становиться учредителями организаций или заключать брак, пока находятся под контролем властей. Осенью этого года депутаты приняли законы, согласно которым незаконное пребывание мигрантов будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организация незаконной миграции – особо тяжким преступлением при определенных обстоятельствах. Также будут блокироваться сайты, рекламирующие незаконные миграционные услуги, а экзамены для мигрантов на знание русского языка станут проводиться только государственными учреждениями. Помимо этого, Минпросвещение рекомендовало школам и организациям дошкольного образования ограничить в классах и группах число детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Свои меры предпринимают в регионах, например, в Подмосковье со следующего года. Мигрантам запретят работать по патентам в сфере уличного питания, образования и здравоохранения. К примеру, губернатор Курганской области Вадим Шумков недавно заявил, что в регионе почти отсутствуют мигранты.
поскольку еще летом 23 года он потребовал за сутки ликвидировать национальные диаспоры, которые оказывают давление на правоохранительные органы. В Саратовской области, в свою очередь, мигрантам впервые запретили работать курьерами. Иностранцам в регионе также нельзя водить общественный транспорт и такси, работать в заведениях общепита. В то же время в МВД сообщили, что возбуждено более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. В рамках операции «Нелегал» также возбуждены 684 уголовных дела по другим составам, которые касаются в том числе незаконного пересечения государственной границы, оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, заявили в ведомстве. Напомним, всего по итогам операции из России выдворят 20 тысяч иностранцев. Что о мигрантах говорил Владимир Путин? Президент России Владимир Путин в ходе выступления 7 ноября на пленарной сессии в Валдае дал понять, что он не против мигрантов. Но отметил, что иностранцы должны соблюдать законы страны, куда они приехали. Нам надо создать такие условия, когда эти приезжающие к нам на работу будут владеть русским языком, уважать наши традиции, знать наши законы и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан, а мы думать должны прежде всего о гражданах РФ. Это совершенно очевидная вещь. Я хочу, чтобы в российских регионах их руководители меня услышали так же, как и правоохранительные органы, заявил глава государства. В рамках борьбы с нелегальной миграцией Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Также Путин подписал закон об ужесточении наказаний за организацию незаконной миграции. Помимо всего прочего, подписан федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. А также утвержден закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта становится решение генпрокурора или его заместителя. Напомним, Путин также подписал закон, запрещающий передачу прав и обязанностей по проведению экзаменов для мигрантов третьим лицам. На заседании в Валдае Путин заявил, что миграционная политика должна быть ориентирована на интересы граждан России, а приезжающие должны знать и соблюдать российские законы. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!